Друзья, добрый день! Мы на зебре Веденского канала. Напротив нас Витебский вокзал. Да-да, когда-то здесь протекал Веденский канал. Он соединял между собой обводный канал и Фонтанку. Позже он был, как и все каналы, как множество каналов в Петербурге, засыпаны на его месте. Организован проспект. Ну а мы направляемся на Витебский вокзал. Минимум истории, максимум фактов. Как все знаем, первая железная дорога в России связывала Петербург и Царское Село, впоследствии Павловск. Как по мне, это была больше развлекательная история, первые годы. Ну и дабы как-то завлечь высший свет на железную дорогу, организовывались все возможные развлечения. Как на самой железной дороге, так и на вокзалах. Ну а мы заходим в самый первый вокзал России. Тут у нас рамочки. Давайте. Телефон. Так, вот у нас тут сложность попадания на вокзал. Прошу прощения за сложности, которые могут возникать. Ну и мы оказываемся на первом этаже вокзала. И нас встречает первым делом вот эти лавочки, которые, как по мне, прям могут быть дико историчными в части древности. У нас, конечно, тут еще плиточка на полу. Это тут метлах, не метлах. Ну и прям как будто бы мы окунаемся в историю. Ну и сразу от входа двигаемся по правую руку и попадаем в такой шикарнейший зал. То есть это был центральный вход. Здесь нас встречает бюст Николая I. Громаднейший витраж. Всевозможные исторические экскурсы. Но мы пойдем по лесенке сразу наверх. Так вот, про развлечения. На вокзале был шикарнейший ресторан. Так, здесь давайте посмотрим на таблички. Первая в России железная дорога Царско-Сельская. Открыта в царствовании императора Николая I 30 октября 1837 года. Вторая табличка. Санкт-Петербург. ГО.
и Витебская железная дорога открыта в царствование императора Николая II. Хорошо. И вот, поднимаясь по лесенке, мы ощущаемся в таком зале. Наверное, здесь какой-нибудь был танцевальный зал. Здесь как раз было помещение ресторана. И тут у нас тут барная стойка старичная. Ой. К сожалению, пройти туда нельзя. Реставрировали, но чтобы не испортили, людей просто не пускают. Но все остальное здесь нам доступно. Здесь сохранились даже механизмы вот эти для поднимания и опускания люстр. Ну и такие вот шикарнейшие зеркала, лавочки, мраморный пол. В общем, можете ждать свой поезд или электричку в исторических интерьерах стиля модерн. Даже вот эти ручки тоже выполнены в стиле модерн. Мы оказываемся почти на перроне. Тут уже заметно холодней. Внезапно у нас организовывается минус какой-то этаж. Здесь у нас выход к путям, но мы чуть попозже. Мы здесь немножко пошалим. Если нас после этого не выгонят. Пройдемся по чугуневой исторической винтовой лесенке. Главное, чтобы голова не закружилась. А так в целом норм. Заносит местами. Собственно, мы оказались на уровне земли уже. Здесь так организованы пути, что они на уровне второго этажа. И под путями расположены какие-то склады, что ли. Ну, собственно, технические помещения. Очень модерново на тот момент. Очень модерново. Очень светло, кстати, тоже. Много световых окон. Витебский вокзал очень излюбленная такая локация для фотосессий. Как раз вот там барышни этим мы занимались. Ну вот мы под, скажем так, путями, можно сказать. Здесь у нас вторая лестница на второй этаж. Вот. Здесь детская комната. Ну и, по-моему, там туалеты.
И гардероб. Нет, не гардероб, а камера хранения, скорее всего. Так, здесь мы на второй этаж подниматься не будем, хотя могли бы. Здесь есть выход на улицу прямо к станции метро Пушкинская. Ходим по историческим плиточкам. Трогаем исторические двери. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры. Вот мы снова в главном зале, где мы заходили. Уходили по правую руку туда прямо. Но мы сейчас налево, на лестницу. Здесь также есть еще один выход на улицу. Смотрим на стену. Вот эти вот 1000 слоев краски. Но под ними скрыта история. Эти балясины тоже кованые на перилах. Ну и на втором этаже, как мы можем понимать, с одной стороны был ресторан для... Закрыто. Ну и тоже вот механизмы для поднятия и опускания вот этих ламп. Так. Ну и такой зал ожидания. Собственно, также с кассами. Какие-то коллективные кассы. Опять же, вся отделка деревом. Вот хотите прикоснуться к истории, вам сюда. Витебский вокзал ждет вас с этими поколодники. Сейчас посмотрим. Уж сильно на людях не заостряю внимание. Не всем нравится. Но вокзал. Собственно, вокзал как поезда дальнего следования, так и пригородного назначения. Поедем. Здесь у нас памятник архитектору Франц Антон фон Герстнер. Автор и строитель первой железной дороги в России. Санкт-Петербург, Царское село Павловск. Выходим на перрон. Такой, знаете, четкий и сильный запах дыма. Знаете, как будто у нас где-то паровой тепловоз. Вот, кстати, эти лифты стали действующие. Ничего себе! Багажная подъемная машина. Лифт современный, но шахта лифта историчная. Все кованое, все клепанное. Все вот эти штуки-дрюки историчные, как было при царе. По правую руку у нас электрички. Здесь слева, как мы идем, уже поезда дальнего следования. Ну, как минимум, по-моему, на Калининград идут. Здесь Смоленск, Санкт-Петербург поезд сейчас стоит.
А на Калининград как раз поезд через Смоленск вроде как и ехал когда-то. Давно на поезде не ездил в Калининград. По левую руку у нас жилые дома, у кого-то окна с видом на вагоны. Не знаю, хорошо ли это, плохо. Надо, тут интересно. Ну, дальше идти смысла особого нет. Все, здесь у нас почти перроны заканчиваются. Вид на вокзал не очень, кстати. Обычно поездов тут как-то меньше было. Но сегодня здесь многолюдно. Ну, такой вот беглый обзор на Витебский вокзал моими глазами и моими ногами. Спасибо, если вам было интересно и вы подписались. Ну, хотя бы поставьте лайк. Это поможет моему каналу продвигаться. Собственно, всем привет и всем пока.